Глава 86. Ярость Чутеня. Раз за разом Эсюн становился все агрессивнее. Если бы он хотел лишь дискредитировать Чутеня, то Чутянь бы не возражал. Чутянь прибыл из будущего, который наступит через 30 тысяч лет. Маленький человек из небольшой семьи небольшого государства был в его глазах кем-то вроде муравья. Как гигант мог обращать внимание на жалких муравьев, Чутянь предпочитал бороться лишь тогда, когда это был вопрос жизни и смерти. Но сейчас все было иначе. Эсюн раз за разом пытался лишить Чутеня жизни, а теперь он едва не убил Ин. Он разбудил дракона, которого не следовало даже трогать. Чутянь не любил создавать себе проблемы. Но если кто-то переходил черту, Чутянь не мог не действовать. Испугался ли он? Да кого он мог испугаться? В словаре Чутеня не было этого слова. Если бы пытались отнять лишь его жизнь, это не имело бы значения. Но впутывать его друзей и семью было неприемлемо. С Эсюном следовало разобраться. И это произойдет сегодня. Больше никто в городе Южного Неба не будет ему угрожать. Чутянь принял решение. Он должен был пойти и отомстить лично. В это время бесчисленное количество людей наводнило улицы так, что не могла просочиться даже одна дождевая капля. Весь город знал о конфликте Чутеня с семьей Э и семьей Чу. Почему он вернулся в город Южного Неба в такой момент? Какие в этом мире, в этой эпохе могли быть принципы? Иногда для убийства не нужна причина. Закон шел против слабых. Если бы семья Чу и семья Э убили Чутеня, разве был закон наказал их? Что за ерунда? Чутянь, уверенный в себе, вернулся и явно был не в своем уме. Он знал, что не сможет скрыться от внимания этих семей. Он вернулся, чтобы принять смерть. Перед дворцом мэра стояли 18 загадочных людей в черных мантиях. Они не двигались и напоминали скульптуры. Из дворца вышел юноша, облаченный в пепельно-серые одежды, за его спиной висел древний меч. У него на поясе висел древний колокольчик, источающий отчетливый и протяжный звук. Неизвестно, было ли это из-за звона колокольчика или из-за ауры юноши, но воздух заполнила невидимая тяжесть, которая потрясла людей. На улице воцарилось молчание. На него смотрели бесчисленные взгляды. Чутянь прошел мимо людей в черных мантиях, и их тела задрожали. Словно они, очнувшись от глубокого сна, они последовали за Чутянем в сторону усадьбы семьи Э. Наньгун и Мэн Циньву со странными лицами следовали за Чутянем. Бесчисленные граждане были потрясены, их переполняло восхищение. Центральное государство давило на город Южного Неба, создавая удручающую атмосферу. Больше 10 экспертов из центрального государства смотрели на всех сверху вниз, заставляя людей дрожать и подчиняться им. Все думали, что Чутянь сбежал. А теперь он, одетый в пепельно-серые одежды, с древним мечом за спиной, сопровождаемый шокированными взглядами, шел к усадьбе семьи Э. Этот юноша явно знал про экспертов, но решился бросить им вызов. Равнодушный, как Наньгунный. Невероятно красивый, как Мэн Циньву. Столкнувшись с этим юношей, за ним можно было только следовать. Дикая, да бесстрашная отважная молодежь могла бы убить даже Будду, если бы он стоял у них на пути. Даже если бы прямо сейчас они провалились в ад, они не пожалели бы о прожитой жизни, прийти и посмотреть. Они должны были прийти и посмотреть. Для города Южного Неба это был исторический момент. Чутянь был представителем слабого общества, а крупные семьи олицетворяли аристократическую мощь. Человек в одиночку выдержал ярость общества и бросил вызов могущественным чиновникам. Чутянь мстил. Город говорил только об этом, каждый гражданин города Южного Неба вышел на улицу, народ возмущался. Невероятный юноша города Южного Неба вернулся. Получится ли у него, это было уже не соревнование. Это было противостояние, основанное на силе. Какой прок от талантов? Чутянь. Когда ты вернулся? Что ты делаешь? Ты идешь на смерть? Ты должен скорее убежать. Услышав новости, к нему бросились Наньгун Юн, Джан Ли Цинь и Сюн Тянь Ян. Услышав, что Чутянь вернулся в город Южного Неба и идет мстить, они поразились. Какая злоба! Разве эксперты центрального государства были обычными людьми? Ягненок сам шел в логово тигра. Чутеня это не беспокоило. Посмотрев на Джан Ли Цина, он спокойно улыбнулся. «Мы столько дней не виделись, старина Джан, ты стал лучше выглядеть». Сюн Тянь Ян. Ты уже прорвался на уровень пробужденной души? Сюн Тянь Ян прорвался без особых проблем. Теперь он занял пост председателя гильдии алхимии. Он твердо заменял своего предшественника Ли Чан Юны. Сюн Тянь Ян был обескуражен. Элегантное лицо Наньгун Юн покраснело от волнения. Она вопила так, словно небо падало на землю. «Чутянь, я мучительно ждала тебя. Я уже хотела мстить этим ублюдкам. Я достигла успехов в бессмертном звездном теле, так что сегодня я смогу помочь тебе». Что? Это шокировало Чутеня. Наньгун Юн справилась быстрее, чем Чутянь.
Он был в отъезде 10 дней и не мог тренироваться, но Наньгун Юн догнала его всего за 10 дней. Ее талант был ужасающим. Если ближайшие несколько лет она не будет подавлять себя, возможно, она сможет достичь уровня 4 молодых мастеров центрального государства. У этой закаленной девушки был бесконечный потенциал. Ты мне не веришь. Я тебе покажу. Наньгун Юн гордо стиснула кулаки. Ее тело покрылось сверкающей полупрозрачной глазурью. Разве я не сильна? Говорю тебе, даже если на меня нападет боец первого уровня пробужденной души, я смогу сбить его с ног. Сегодня мы покажем им, насколько мы сильны. Неплохо, неплохо. Это действительно было сильно. Наньгун Юн уже достигла стеклянного тела. Неплохо, ты действительно сильна, но Чутянь оглядел их всех. Ребята, вы не можете вмешиваться в то, что сейчас происходит. Когда они услышали эти слова, у них отвисли челюсти. Чутянь отказался от их помощи. Без помощи Наньгун и Джан Лицина он мог умереть от руки Эсюна. Наньгун Юна открыла рот. Позвольте ему идти. У Наньюгны, Джан Лицина и Сюн Бина были странные выражения лиц. Их взгляды были прикованы к людям в черных мантиях, которых Чутянь привез с собой. Они много лет шли к уровню пробужденной души. Джан Лицин и Сюн Бин были на 2-м уровне пробужденной души. Наньгун и был самым сильным и уже достиг 3-го уровня. Столкнувшись с людьми в черных мантиях, они ощутили исходящую от них опасную ауру. Наньгун и ясно ощущал их влияние. Этих людей в мантиях окружала смертельная ци и энергия инь. Такая аура не могла принадлежать живому человеку, если только он не практиковал специальную технику. Казалось, эти загадочные люди в мантиях появились из ниоткуда. Имели ли они отношение к долине трупов инь? В любом случае, они определенно не были обычными людьми. «Старый пёсе, выйди ко мне!» — закричал Чутянь, подойдя к усадьбе Э. «Какой наглец! Кто это?» К нему кинулась группа наемников, но увидела тех, что стояли у него за спиной, и затрепетала от страха. Чутянь активировал духовный источник в виде меча. «Вы, жалкие муравьи, вы не можете меня останавливать. Проваливайте!» Адский меч прорезал воздух холодным порывом ветра, мгновенно образовав бурю. Десятки наемников были отброшены одним ударом меча. Они со всей силы врезались в стены. Получив тяжелые травмы, изо рта у них текла кровь. Все невероятно испугались. Чутянь одним ударом отшвырнул десятки наемников. Это не могли сделать даже эксперты пробужденной души. Прежде чем кто-нибудь ответил, Чутянь бросился к воротам семьи Э. Одним косым взмахом он рассек ворота. «Чутянь, ты действительно осмелился прийти на смерть. Если мы не убьем тебя сегодня, то семья Э потеряет репутацию». Усадьбу Э залила страшная аура, которая могла остановить сердце людей. Перед Эсяо появились больше 10 фигур. Когда несколько мечников семьи Чу увидели Чутяня, их лица тут же исказил гнев. «Это действительно ты. Как ты посмел вернуться, сукин сын?» Чутянь убил Чуи, талантливого ученика семьи Чу. Это вызвало в семье Чу сильный ажиотаж. В город Южного Неба отправились известные мастера семьи Чу, чтобы разобраться с Чутянем. Жалкий ублюдок хотел пойти против множества бойцов пробужденной души, эти люди силой подавляли гнев. С момента прибытия они ни на ком не могли сорваться. Они не могли вернуться, не завершив миссию. Так что им пришлось оставаться в городе Южного Неба. Кто бы мог подумать, что Чутянь сам придет к ним. «Умри!» Поднял меч эксперт семьи Чу. Чутянь холодно улыбнулся и сказал: «У тебя слишком слабые навыки, чтобы говорить со мной». Он зазвонил в колокольчик. Вдруг воздух прорвал холодный ветер, и вперед выскочили несколько трупов инь, объятые трупным ядом. Меченосцы наносили им удары, но трупы оставались целыми и невредимыми. Они атаковали с помощью ладоней, окруженных трупным ядом. В один миг каждый эксперт был побежден. Они сплевывали черную кровь, сильно пропитавшись ядом. Трупный яд. Откуда здесь может взяться трупный яд? Что это за люди? На лицах людей Эсюна показалось удивление. «Как ты посмел? Разве ты не знаешь, кто мы? Ты посмел пойти против нас, и теперь мы не сможем сосуществовать на этой земле мирно». 18 трупов издали дикий животный рев. Они быстро выскочили вперед, словно молнии. «Ах! Пощадите! Отпустите меня! Я сдаюсь, я сдаюсь!» Как семья Чу и семья Э могли противостоять могущественным трупам инь, все были ранены, все плакали, вспоминая своих родителей. У них не было сил сопротивляться. Разберитесь со всеми.
Безжалостно отдал приказ Чутянь. Трупы инь взмахнули ладонями, окруженными трупным ядом, и ударили бойцов в животы, рассеяв их духовную энергию. Зрители были в шоке, никто не думал, что превосходство будет таким. Чутянь приказал людям в мантиях атаковать, а семья Чу и семья Э даже не имели возможности сопротивляться. Это было одностороннее сражение, это полностью отличалось от того, что они могли представить. Разве можно было просто так покалечить экспертов пробужденной души, когда эти новости дойдут до центрального государства, а они произведут эффект разорвавшейся бомбы? Старый пёс Эсюн. Чутянь поднял меч и злобно указал им на Эсюна. Отбросы, которых ты нанял, не выдержали даже одного удара. Мы должны решить наше разногласие. Эксперты обеих семей лежали лицами в землю и выли, и Эсюн потерял здравомыслие. Застигнутый паникой, испуганный, как жаль. Столько сложных эмоций переплелись между собой. Он знал, что все кончено. Чутянь привел много экспертов, как он мог их остановить? Ты снова опираешься на чужую силу. Истерически закричал Эсюн. Если ты мужчина, то сразись со мной сам. Ха-ха-ха. Тебе можно призывать подкрепление из центрального государства, а я не могу найти помощников. Что за паршивая логика? Дико рассмеялся Чутянь. Но ты прав. Почему я должен защищаться от такого слабака, как ты? Я дам тебе шанс, давай сразимся. Чутянь всех на виду бесстрашно принял вызов Эсюна. Тело Эсюна покрыл грязно-желтый свет, и он превратился в грязно-желтого волка. Умри. Его ноги оторвались от земли. Волк выл в небо. Он напал на Чутяня справа, чтоб убить его. Тело Чутяня покрылось черным светом. Он высоко поднял адский меч. Он встречал противника, не отступая и не уклоняясь. Желтый волк и черный меч столкнулись. Время словно застыло, глаза Эсюна широко распахнулись, на его шее олела широкая линия. Кровь брызнула, а сам он упал на землю. На его лице, которое уже никогда не зашевелится, отражалось неверие. Крупнейший представитель города Южного неба умер от руки юнца, которого все недооценивали, никто не кричал, не плакал, никто не проявлял радости. Все только молчали. О чем они думали, никто не знал, сердце людей переполнял страх. Когда этот юноша появился в городе Южного неба, он был лишь на 6-м уровне совершенного тела. За короткие 20 дней он неожиданно достиг 9-го уровня совершенного тела. У него были силы, чтобы убить бойца 1-го уровня пробужденной души. Такой стремительный рост не имел прецедентов в стране Южного лета. Посредственный боец совершенного тела убил бойца пробужденной души одним ударом. Одним ударом. Он убил Эсюна, гнев Чутяня был силен, словно удар грома, такой была судьба обидчиков Чутяня. Вот к чему привели оскорбления в адрес торгового чуда. Эсюн действовал в городе Южного неба так нагло, но, в конце концов, пострадал от такой печальной участи. Глава 87. Моя семья не умрет, она будет процветать. Когда в городе Южного неба Чутянь убивал Эсюна, он не знал, что в центральном городе, до которого было тысячи ли, из-за него начался другой переполох. Центральный город — усадьба семьи Юн. Старик в журавлино-белых одеждах сидел на подушке, скрестив ноги и закрыв глаза. Его брови были слегка нахмурены. Все его тело обматывали молнии, которые, переплетаясь, образовывали древнюю руку. Конденсация. Руки старика образовали сложные печати, и его тело окружило могущество, внушающее страх. Электрические руны образовывали массив, который находился в гармонии с небом и землей. Постепенно они образовывали заклинания, которые работали совместно друг с другом. 10%, 20%. Руны сгущались, техника начала улучшаться. Это могущество можно было назвать непобедимым, оно могло пробить крышу дома, выстрелить в небо и слиться с миром. Одна ошибка, и заклинание, которое почти было готово, вдруг громко взорвалось. Неудача. Я снова провалился. Из угла его рта текла кровь, а во взгляде старика были разочарование и беспомощность. Этот старик был непростым человеком. В центральном государстве его имя знали все, от нищих до богачей, и все они уважали его. Это был патриарх семьи Юн, Юн Тянхэ. Даже высококлассные бойцы пробужденной души в 100 лет считались старыми. Их фундамент постепенно слабел, а некоторые навыки теряли отточенность. Такие люди переставали беспокоиться о семейных делах, находясь в уединении. Но он был единственной опорой семьи Юн. У Юн Тянхэ не было мирной жизни. Семья Юн была одной из 4 великих семей. Их имена были хорошо известны, их силы были могущественными, их уважали десятки тысяч людей. В школе Юн было много студентов.
Их влияние было невероятно великим, и их можно было считать ведущей школой страны Южного Лета. Однако мало кто знал, что процветающая семья Юн на самом деле была охвачена серьезным кризисом. Семья Юн столкнулась с жестоким лицом разрушения, и причина была одна — семье Юн не хватало таланта, семья и семья Ло. Главы этих семей были в расцвете лет. Молодой мастер Небесного Волка из семьи и молодой мастер Драконольва из семьи Ло были талантами, которые рождались раз в 100 лет. Семья Чу была более ужасающей. Глава семьи Чу, Чушан, был редким талантом своего поколения. В 40 лет он смог стать одним из лучших специалистов центрального государства. Мечник из семьи Чу обладал репутацией самого могущественного, а молодой мастер Небесного Меча, Чу Синхэ, считался самым сильным из 4 молодых мастеров. Он с презрением смотрел на ровесников и на центральное государство. А семья Юн Тянхэ было больше 100 лет. За последние 40-50 лет не появилось ни одного человека, который смог бы поддерживать семью. Второе поколение семьи Юн оказалось рожденным впустую. В третьем поколении семьи Юн была лишь Юн Я, которая едва могла тягаться с 4 молодыми мастерами. Она не могла достичь их уровня. Если бы не статус семьи Юн, у нее не было бы даже шанса сравниться с ними. Семью охватил кризис, это был очень серьезный семейный кризис, семья Юн теряла квалификацию, и это было вопросом времени. Сколько поколений семьи Юн удалось обучить в школе Юн? Школа Юн была не обычной школой, а академическим альянсом. Влияние семьи Юн было велико, поэтому люди могли учиться у них. Если бы семья Юн была слабой, сколько бы человек училось в их школе, пока семья Юн сильна, сильна и школа Юн. Если семья Юн станет слабой, школа Юн обеднеет. Если семья Юн угаснет, школа Юн умрет. Семья Юн строила ее несколько поколений, судьба семьи была тесно связана со школой Юн. В последние 2 года слухи и клевета лишь усилились. 3 другие семьи разжигали их, и песни, воспевающие школу Юн, начали затихать. Это было большим ударом по школе Юн. Если они не найдут способ, чтобы решить эту проблему, возможно, произойдет что-то серьезное, и Юн Тянхэ считал, что Юн Я, которая не может сравниться с ужасающим Чу Синхэ, по крайней мере, ничем не хуже молодого мастера Драконольва или молодого мастера Небесного Волка. Проскользнуть сквозь бутылочное горлышко было невозможно, и проблема была в культивационной технике семьи Юн. Техника семьи Юн концентрировалась на разрушительной мощи, но это убивало курицу, несущую золотые яйца. Техника была слишком могущественной и использовала жизненную силу тела. Это привело к тому, что культивация оказалась медленной, и именно поэтому за 10 лет в семье Юн не появилось новых экспертов. Изменить. Это нужно было изменить. Корнем проблемы семьи Юн был недостаток их техники. Юн Тянхэ был руководителем школы Юн и заместителем директора Центральной государственной академии. Он не только был хорошим ученым, но и имел навыки культивации. Можно было с уверенностью сказать, что совершенствование техник не было для него трудным делом. Кто мог подумать, что даже за 5 лет он не добьется успеха? Техника семьи Юн, тайное искусство молний, была отличной культивационной техникой в стране Южного Лета. Но прошло уже несколько поколений семьи Юн, и технику нужно было немного изменить. Неужели однажды моя семья погибнет? Глубоко вздохнул Юн Тянхэ. Опираясь на трость, он медленно вышел из комнаты. Патриарх. Вы не пили воду 7 дней. Вы очень стары, вы должны заботиться о собственном теле. Несколько членов семьи Юн подошли поприветствовать его. Когда они увидели его выражение лица, они поняли, что он снова потерпел неудачу. Юн Тянхэ не мог сдаться. Если он сдастся, семья Юн падет. Юн Тянхэ покачал головой, показывая, что он в порядке. Как насчет Юн Я? Лица у людей были странными. Патриарх, молодая мисс собрала на аукционе команду, чтобы отправиться в древнюю гробницу. Услышав, что руины открылись, она... Что? Она отправилась в древнюю гробницу 10 тысяч трупов. Мы не смогли ее остановить, а вы были в уединении. Эта девчонка всегда поступает по-своему, когда уже она научится видеть цельную картину. Юн Тянхэ задрожал всем телом. Древняя гробница — не то место, куда она может пойти. Древняя гробница 10 тысяч трупов была самым знаменитым и самым древним местом центрального государства. 4 семьи знали о существовании гробницы, но никогда никого туда не отправляли. Почему? Главная причина была в том, что древняя гробница была запретной зоной. Даже если бы Юн Тянхэ вошел в древнюю гробницу, его силы окажутся подавленными. Такая ситуация была очень опасной. Несколько разбойников, которые были слабыми снаружи, смогут убить его, пока он будет внутри. Даже конкурирующие семья могут отправить убийц, чтобы те расправились с ним, пока он в гробнице. В такой ситуации любой неверный шаг повлечет смерть.
Сокровища древней гробницы привлекали, но они не помогли бы 4 семьям взлететь вверх. Древние руины были повсюду. Зачем им нужно было отправляться в опасную древнюю гробницу? Юн Я сбежала тайно. Юн Тянхэ ждал от своей жизни многого, но не этого. Семья Юн и так была в беде. У Юн Я был чистый духовный источник в виде молнии. Семья возлагала на нее большие надежды. Если она погибнет в древней гробнице, семья Юн будет обречена. Юн Тянхэ охватило уныние. Слепота и игнорирование общей картины — не те качества, которые должны быть у главы семьи. Даже если Юн Я станет нести ответственность за семью, то какую пользу это принесет? Семья Юн была обречена на увядание. Юн Тянхэ сильно стукнул тростью по полу. «Скорее, собирайте школу Юн. Я лично пойду в долину трупов Инь и верну Юн Я». Юн Я привыкла быть выше остальных, и это больше всего беспокоило Юн Тянхэ. У нее не было опыта, как она могла справиться с мошенниками. В это время небо разорвал гроб, и сверху спустилась фиолетовая фигура. «Не нужно меня искать, я уже вернулась». Осмотрела их Юн Я. «Ребята, мне нужно о многом поговорить, так что вам лучше уйти». «Да, юная мисс». Все люди тут же разошлись. Юн Я знала характер дедушки, он сам всему ее учил. Поэтому, не дожидаясь его слов, она собрала между ладоней лучи молний. Она бросила этот шар в Юн Тянхэ. «Дедушка, посмотри на это. Переоцениваешь себя». Юн Тянхэ не думал, что внучка попытается бросить ему вызов. Он хлопнул ладонями. У него была возможность заставить ее пострадать. Лучи молнии раскололись на 4 части. Они с дикой силой вылетели вперед. Юн Тянхэ отступил на несколько шагов. Сердце Юн Тянхэ переполнилось волнением, и он сказал: ты прорвалась. Посмотри на это». Юн Я вытащила фиолетовый шар. Внутри него хранилась невероятная энергия. Вдруг прямо в Юн Тянхэ выстрелила гигантское копье молнии. Такая могущественная сила. Когда Юн Я использовала этот шар, он увеличивал ее силу в несколько раз. Юн Тянхэ был шокирован. Духовное оружие — шар грома. «Как ты достала его?» Это было просто невероятно. Юн Я ушла всего на несколько дней, но не только прорвалась, а еще и принесла этот драгоценный шар грома. Юн Я обладала силой 4-го уровня пробужденной души и более сильным шаром грома. Этого было достаточно, чтобы догнать 3 молодых мастеров и стать гением, как она и заслуживала. Юн Тянхэ казалось, что он спит. «Что случилось с тобой за эти несколько дней?» Юн Я все ему сообщила. Вход в древнюю гробницу 10 000 трупов, вход в дворец пустоты, побег от трупов Ин, вход во дворец королевы трупов. Убийство короля духа, сражение с Ян Куном, каждое из этих приключений могло закончиться смертью. Если бы Юн Я не натолкнулась на этого таинственного юношу, она бы умерла несколько раз, и Юн Тянхэ был шокирован, когда в центральном государстве появился такой чудовищный гений. «Как ты стала сильнее?» Лу Жень помог мне изменить культивационную технику. На лице Юн Я появилась гордость. Когда я применила усовершенствованную технику, я мгновенно прорвалась. Что? У Юн Тянхэ чуть сердце из груди не вырвалось. Ты не можешь шутить о таких вещах. Думаешь, изменить технику — плевое дело. Это может стоить человеческих жизней. Кем был Юн Тянхэ? Одним из мастеров центрального государства. Юн Тянхэ потратил 5 лет, чтобы изменить технику, но добился лишь провала. Как таинственный юноша мог мимоходом изменить ее? Юн Я самодовольно улыбнулась и сказала: «Если не веришь, я могу показать ее тебе». Юн Тянхэ пристально смотрел на тренирующуюся Юн Я. Подозрение во взгляде сменилось шоком, шок — одержимостью, а одержимость — фанатизмом. Его сердце билось все быстрее. Оно едва не выскакивало из груди. Это было самое настоящее перерождение, совершенно новая техника. Если прежнее тайное искусство молний считалось отличной техникой, то нынешнее тайное искусство молний можно было считать техникой высшего класса, не уступающей искусству пылающих небес или великому духовному искусству восточной императорской семьи. Тайное искусство молний достигло уровня 3 сокровенных техник королевства. Что это значило? Юн Тянхэ это было ясно лучше, чем кому-то другому. Бог с нами, с семьей Юн и школой Юн. Из старческих глаз Юн Тянхэ потекли слезы, и он прокричал в небо: «Моя семья не умрет, она будет процветать». Но была одна проблема. Кто такой этот Лу Жень? Глава 88. Кто такой Лу Жень? Лу Жень, прохожий, что за странное имя? Он определенно был странных прохожим. Он несколько раз спас Юн Я и легко изменил культивационную технику семьи Юн. Эти 2 значимых поступка спасли жизнь семьи Юн. Как Юн Тянхэ мог не благодарить его?
самым ужасающим из описания Юн Я было то, что так называемому прохожему было даже меньше 18 лет, жалкий сопляк, которому даже не было 18, прорвался сквозь древнюю гробницу 10 тысяч трупов и спас Юн Я, вырвав ее жизнь из лап королевы трупов. Спас Юн Я. Не постеснялся использовать несравненно ценную таблетку удачи, это была чрезмерная щедрость. Даже для высококлассных бойцов пробужденной души таблетки удачи были таблетками, которые могут спасти жизнь. Они не использовали их в тех ситуациях, когда жизни ничто не угрожало, но в глазах Лу Женя они были чем-то вроде конфет. О чем он думал, Юн Тянхэ быстро спросил: «Ты привезла его в центральное государство. Я лично должен нанести ему визит. Он не только твой спаситель, но и благодетель семьи Юн. Заместитель директора Центральной государственной академии. Мастер секты школы Юн. Сколько людей центрального города хотели хорошего отношения с его стороны? Бесчисленное множество ученых из страны Южного Лета отказывались от всего, только бы стать его учениками. И теперь этот уважаемый человек собирался навестить неизвестного мальчика, Юн Я вздохнула и сказала: «Он очень странная личность, и все, что он делает, зависит от его настроения. Он даже технику нашей семьи улучшил, потому что это показалось ему интересным. Как я могла его удержать, почему это показалось ему интересным? Этого было достаточно, чтобы убить человека. Юн Тянхэ потратил 5 лет, потратил все свои силы, но потерпел неудачу, а этот сопляк сделал это из любопытства. Он спас семью Юн лишь из-за того, что ему стало интересно, сердце Юн Тянхэ переполняло нетерпение. Он сказал: «Он спас тебя и скорректировал твою технику. Значит, у вас хорошие отношения. Он заинтересован в тебе. Ты должна знать, где он живет, должна знать, как с ним связаться». «Дедушка». Покраснела Юн Я. «Ты ошибаешься. Я же говорила. Его поведение не подчиняется здравому смыслу. У нас не самые хорошие отношения, мы даже обижены друг на друга». «Обижены». Я оскорбила его. У Юн Я не было другого выхода. Ей пришлось рассказать, что произошло до того, как они вошли в древнюю гробницу, как она хотела, чтобы он подчинялся ее приказам, и как она хотела сделать его приманкой. Ей пришлось это рассказать. Святые небеса. Юн Тянхэ был так зол, что едва не плевался кровью от ярости. «Что ты наделала? Такой редкий талант, а ты к нему с таким неуважением. Горе на наши головы. Горе на наши головы». Юн Я сказала: «Кто знал, что он редкий талант?» Это не было написано у него на лбу. Кроме того, я даже не помню, как он выглядит. У него лицо типичного деревенщины, Юн Тянхэ был удручен. Он словно рухнул в яму, услышав эти слова. Темперамент Юн Я был таким, потому что семья Юн не воспитывала ее должным образом. Используя свою силу, чтобы запугивать слабых, она оскорбила человека с беспрецедентно редким талантом, и Юн Тянхэ восхищало то, что Лу Жень не оскорбился. Возможно, для него это было плевым делом, но для семьи Юн это стало даром небес. Безразличие к славе и богатству, свобода и раскованность. Поведение истинного знатока Юн Тянхэ решил, что обязательно найдет этого человека, чего бы это ни стоило. В комнату ворвался управляющий. «Учитель, пришло письмо». «Не сейчас». Нетерпеливо махнул рукой Юн Тянхэ. «Уходи», на лбу управляющего выступил пот, и он сказал: «Но это письмо из беззаботной долины». Нахмурив брови, Юн Тянхэ взял письмо и прочел его. Выражение его лица изменилось, и он быстро сказал Юн Я: «Мне нужно немного отдохнуть, да и тебе тоже. Держи в секрете все, что произошло в последние несколько дней, никто другой не должен этого знать». Закончив говорить, Юн Тянхэ расположился в экипаже и уехал. Несколько десятков ли привели его в уединенную долину. За ее пределами пейзаж был совершенно обыкновенным, но внутри все было иным. Высокие водопады, сотни цветущих бутонов, повсюду росли эликсиры, можно было увидеть всевозможных редких птиц и зверей. У Юн Тянхэ не было времени любоваться пейзажем, он направился в центр долины. Остановившись перед хижиной, он почтительно поклонился до земли. Старик Юн Тянхэ отдает маркизу дань уважения. «Старина Юн, не нужно этой вежливости, пожалуйста, заходи», донесся из хижины расслабленный и изящный мужской голос. Из нее вышел крепкий мужчина и с уважением, даже с волнением, посмотрел на Юн Тянхэ. «Меня зовут Сянху, я новоприбывший ученик маркиза. Прошу вас следовать за мной». Он взял его в ученики, да этому отпрыску повезло. Хижина была скупо украшена, в ее центре располагался красивый древний гуцинь. Перед гуцинем сидел человек, одетый в объемный халат, его длинные волосы были распущены. Его глаза были яркими, а взгляд пристальным. Его окружала элегантная аура джентльмена. Юн Тянхэ с почтением сел.
«Маркиз, вы спешили найти меня. Это значит, естественно, это ради Цай», — нежно улыбнулся Маркиз. «Чего ты прячешься? Выходи и поприветствуй старину Юны». В хижине танцевала девушка в радужных одеждах. Вуаль скрывала живописные брови, белоснежную кожу и красивые черты лица. Это была запредельная красота, действительно удивляющая людей. «Фэнь Цайде приветствует старейшину Юны». Этот тихий и нежный голос казался орхидеей, цветущей в опустевшей долине. Юн Тянхэ погладил длинную белую бороду. «Я действительно завидую вам, Марких. С каждым годом Цайда становится все красивее. Только весь центральный город знал, что у Фэнь Цайды от рождения были заблокированы меридианы, и она не могла даже культивировать». Это было неразрешимой проблемой даже для Юн Тянхэ. Но Маркиз так неожиданно пригласил его. Маркиз передал ему свиток с формулой. Недавно Цайда была на черном рынке и столкнулась там с загадочным экспертом. Он оставил ей эту формулу. «Пожалуйста, старина Юн, взгляни». Юн Тянхэ взял свиток. Он вытаращил глаза, они едва не выпали. Это невероятно древняя формула. Какое чудо! Какое чудо! Маркиз вздрогнул. «Хочешь сказать, она подействует?» Покраснев, Юн Тянхэ сказал: «Судя по моему опыту, вероятность успеха велика, и мы определенно можем попробовать. Более того, если мы потерпим неудачу, формула не навредит телу. Вот только главный ингредиент крайне тяжело найти в стране южного лета. Вы говорите о кровавом костном мозге Личжи?» Фэнь Цайде достала бутылку. Перед тем, как уйти, он дал мне и это. Зрачки Юн Тянхэ сжались. Вы нашли это в стране южного лета? Юная мисс, вы можете рассказать, кого вы встретили?» Фэнь Цайде улыбнулась. «Вы ведь уже догадались, старейшина Юн, это Лужень?» Юн Тянхэ догадывался, но не мог поверить. Откуда взялся этот пугающий человек? Да, это прохожий. Разум Юн Тянхэ опустел. Почему снова о нем? Этот сопляк не только исправил технику Юн Яа, но и решил проблему Фэнь Цайды. Было ли что-то, с чем он не мог справиться? Мужчина средних лет был очень удивлен. «Что случилось? Ты тоже знаешь этого эксперта?» «Не только. Он — благодетель нашей семьи», — сказал Юн Тянхэ. Мужчина средних лет поразился. В центральном государстве есть кто-то сильнее старины Юны? Юн Тянхэ горько рассмеялся. «Я хвастался своими знаниями, но я, кажется, был слеп. Я всего лишь лягушка в колодце». Описание дочери уже пробудило в мужчине любопытство, и ему было интересно узнать про этого загадочного человека. Лужень, прохожий, возможно, это имя было псевдонимом, возможно, даже его внешность была не настоящей. В конце концов, даже его дочь Цайда могла пользоваться маскировочной техникой. Судя по информации, полученной от дочери, этому человеку было около 17 лет. Он был свободен, спокоен и вел себя раскованно. У него был адский меч и белый лисенок. Информации было слишком мало, но ее хватало, чтобы найти человека. По крайней мере, это не будет проблемой, если подключить его силу и влияние. Если он сможет вылечить его дочь, то окажет ему серьезную услугу. Начнем. Юн Тянхэ и мужчина средних лет сразу же начали готовить лекарства. Они начали лечить Фэнь Цайды. Спустя день. Внезапный ветер прогнал облака с неба беззаботной долины, и в небо взлетела внушительная аура. Она уплотнялась, превращаясь в изящного голубого луана. Поздравляю, Маркиз. Поздравляю. Духовный источник голубого луана — источник высшего класса, второй после духовного источника божественного уровня. Юн Тянхэ стоял у входа в долину, поздравляя возбужденного мужчину. На лице мужчины, который не желал вступать в новый брак, впервые за долгое время появилась улыбка. Подняв голову, он расхохотался. Великолепно, это действительно было великолепно. Сначала он думал, что его дочь будет обычным человеком, но теперь она переписала свою судьбу. За несколько лет он потратил немало усилий и эликсиров, чтобы излечить тело дочери. Это довело ее до 9 уровня совершенного тела. Когда заблокированные меридианы раскрылись, вся духовная энергия, накопившаяся в ее теле, полностью поглотила Фэнь Цайды. Ее сила в мгновение эйка выросла до 2 уровня пробужденной души. Это был приятный сюрприз. Мужчина средних лет замахал руками. Цай-Эр нужно несколько дней побыть наедине. Мы закроем долину и убьем каждого, кто приблизится, будь это зверь или человек. Его голос был наполнен силой и мощью. С его плеч словно упал камень. Мужчина сказал Юн Тянхэ: «Большое спасибо за помощь, старина Юн. Это нужно отметить, ведь я столько лет не был так счастлив. Пойдем, выпьем немного». Юн Тянхэ тоже переполняло счастье. Он помог известной личности, и это было серьезным урожаем для семьи Юн. Это облегчит давление на Юн Тянхэ, опору семьи Юн. Если он не выполнил свою миссию.
то после смерти даже не удостоится встречи с предками. И помог ему прохожий. Маркиз. В долине появился человек в черном. Нахмурившись, мужчина спросил, что такое? В городе Южного Неба что-то случилось, глухо сообщил человек в черном. Услышав это, мужчина немного удивился, что именно произошло. Горожане знают. Человек в черном покачал головой. Новости сообщили не полностью, и многие семьи не знают до сих пор. Некоторые слухи уже дошли до семьи Чу и семьи Э. Однако Уда вместе с сыном отправились исследовать южные руины и вернуться минимум через несколько дней. Молодой мастер Небесного Меча из семьи Чу Синхэ в уединении, так что от них серьезных шагов можно не ждать, мужчина кивнул. Раз так, то просто забудь об этом. Есть. Человек в черном мгновенно ушел. Город Южного Неба, убийство Эсюна. Задумался мужчина, кажется, что-то придумал. Его глаза загорелись, а губы растянулись в улыбке. Давай же, выпьем, выпьем. Глава 89. Официальный гость. Эсюна убили. Несколько старейшин погибли зря. Военная мощь семьи из города Южного Неба сильно ослабла, сила Чутеня превзошла догадки двух знатных семей, и они заплатили более высокую цену, чем рассчитывали. К тому же, основные силы семьи сейчас были в центральном городе, так что у них даже не было возможности отомстить Чутяню. Письмо Наньгун, в котором он просил о помощи, уже достигло имперского города. Имперский город надавил на центральный город. Семья и семья Чу должны были временно прекратить преследование Чутеня. Следующий день. Наемники Волчьего Клыка объявили о своем намерении уйти. Семья уже больше 10 лет занималась бизнесом в городе Южного Неба. Они приобрели монополию на торговлю наемниками, они контролировали рынок талисманов объединения Черной воды, они объединились с Ли Чан Юном, чтобы контролировать лекарственный рынок. Их бизнес процветал, они зарабатывали больше 10 миллионов золотых монет в год. Теперь у них не было выбора, кроме как поделиться этим пирогом. Хотя это не лишило бы семью опоры, им все равно пришлось лишиться плоти. Семья многие годы использовала наемников, и семья Мэн была лишь одной из жертв. Но у людей не было смелости возразить. Теперь, когда этот невероятный юноша нанес семье жестокий удар, люди не могли не радоваться. Они словно отмечали праздник. Город Южного Неба сад во дворце мэра. Площадь окаймляли деревья, цвели сотни цветов, за кустами ухаживали красивые служанки. Озеро колыхал холодный ветерок, и по его поверхности бежала рябь. Волны искрились от света, и это выглядело чрезвычайно красиво. В небольшой хижине посреди красивого озера в шахматы играли юноша и мужчина средних лет. Вокруг них, словно статуи, стояло больше 10 чернокожих людей. Чутянь передвинул фигуру. Вы проиграли, господин мэр. Лисенок на его плече дремал, иногда зевая и выпуская когти. Наньгун долго смотрел на доску и лишь потом вздохнул. Раньше твой стиль игры был величественным, светлым и элегантным, но теперь он стал жестким и прямолинейным. Не верится. Хочешь сыграть со мной в шахматы? Попробуй через 100 лет. Наньгун и отодвинул доску и фигуры. Жизнь похожа на шахматы, и единственная ошибка может положить конец всему. Нужно быть осмотрительным, у его слов была причина. Возможно, он говорил о печальной кончине Эсюна. О всех его преступлениях и о возмездии. Бог судьбы тоже игрок. Мир — это его доска, а все живые существа — его пешки. Но как он передвигает их? С помощью небесных знаний и небесной воли. Медленно говорил Чутянь, складывая шахматы. Даже если люди вступят в игру, они не смогут передвинуть руки игрока. Лишь соскочив с доски и пойдя против игрока, они могут это сделать. Сердце Наньгун и слегка дрогнуло. Случайные, на первый взгляд, слова Чутяня на самом деле были очень глубокими. Этот юноша был не так прост, как о нем думали. У него были большие амбиции, которые были вне понимания обычных людей. О чем он думает? Спрыгнуть с шахматной доски, стать игроком и сыграть против судьбы? Что за странности? Победа и поражение, жизнь и смерть. Даже если ты талантлив, сможешь ли ты выстоять перед лицом судьбы? Каким бы сильным ни был человек, он все равно умрет от старости. Это одна из неизбежностей жизни. Давайте. С энтузиазмом сказал Чутянь, решив ничего не объяснять. Давайте еще партию. Я пойду первым. Наньгун и бесцеремонно передвинул фигуру и сказал, торговое чудо, должно быть, отнимает много времени. Ты не можешь прийти во дворец мэра, чтобы просто так играть в шахматы. Этот старый лис оказался довольно проницательным. Вовсе нет, сказал Чутянь, расслабившись. Разве торговым чудом не управляют юная мисс и ваша дочь? Я только что убил Эсюна, избавив их от огромного бремени. Теперь мои тело и ум в покое,
и я должен несколько дней отдыхать. Вы знаете, какой это стресс? У тебя стресс. А так и не скажешь. Но не думай, что семья Э и семья Чу смягчатся. Ты нанес им большой урон, думаешь, они тебя отпустят? Как думаете, мэр, как мне с этим разобраться? Наньгун и прищурился и уставился на него. У тебя уже есть план, зачем ты спрашиваешь меня? Не скрою, вы действительно проницательны, прямо сказал Чутянь. Вы можете обеспечить мою безопасность в городе Южного Неба, но чтобы справиться с семьями центрального государства, мне нужно найти более могущественную семью. Рука Наньгун, держащая шахматную фигуру, задрожала. Этот юноша хочет воспользоваться мощью семьи Наньгун, не проявив волнения. Наньгун и медленно поставил фигуру. Похоже, ты знаешь, что нужно делать, и я рекомендую тебе присоединиться к семье Наньгун. Это даст тебе статус, и каждый месяц ты сможешь пользоваться запасами ресурсов. У нашей семьи большие ресурсы, и даже самые дорогие из них обходятся нам дешево. Присоединиться к семье Наньгун, сколько людей мечтает об этом. Мэр, не поймите меня неправильно, Чутянь явно не оценил его доброту и поставил свою фигуру, хотя это заманчиво, но, получив клеймо семьи Наньгун, мне трудно будет уйти от вас, ты не отличаешь хорошего от плохого, чего тебе еще надо? Глаз Наньгун и дернулся, он с силой впечатал фигуру в доску. Семья Наньгун — одна из 3 великих семей королевства, мы — наследники Феникса. Разве этого недостаточно для такого, как ты? Какая еще семья? Ты все еще хочешь связать меня со своей семьей? На самом деле, еще на черном рынке Чутянь начал подстилать соломку. Зачем он помог Юн Яо усовершенствовать культивационную технику? Действительно ли ему было скучно? Чутянь сделал это, прекрасно понимая ситуацию семьи Юн. Он оказал семье Юн большую милость, которой мог воспользоваться в критический момент. По той же причине он вылечил Цайды. Это не было ее полным именем, но Чутяню было все равно, какая у нее фамилия. Судя по ее виду, у нее было необычное происхождение, даже если она не принадлежала к одной из 4 великих семей. Недавно построенных отношений Чутяню было достаточно. Вы знаете, что я человек темпераментный. Мне не нравится, когда меня привязывают к людям, словом, я могу избить кого-то, и они либо умру, либо станут калеками, а все зря. Думаю, давайте забудем об этом, чтобы не причинить неприятности семье Наньгун. Чутянь поставил фигуру. Юная мисс, Ин и я хотим занимать позицию официальных гостей. Ты уверен, что хочешь быть официальным гостем? Немного недовольно спросил Наньгун И. Официальный гость не имеет власти и не получает никаких ресурсов. По сути, это почетное звание. Хотя официальный гость может получить защиту семьи Наньгун, стать им непросто. Он должен соблюсти 3 важных условия. Что это за условия? Скажите мне. Во-первых, он должен обладать силой, сравнимой с уровнем пробужденной души. Этого легко достичь. Во-вторых, он должен внести большой вклад в дело семьи Наньгун, и это легко. В-третьих, его должен рекомендовать старейшина. Я беспокою вас только поэтому, услышав это, Наньгун и беспомощно смирился с тем, что не может привязать к себе Чутяня. По крайней мере, если он станет официальным гостем, то у него будут хоть какие-то связи с семьей Наньгун. У Чутяня был свободный и раскованный характер, и вряд ли бы такое родство ему понравилось. Прорваться на уровень пробужденной души мне не так уж и сложно. Сделав паузу, Чутянь достал из кармана толстый свиток. «Прошу вас». Мэр, увидев это, Наньгун и собрался с мыслями. Я все тщательно рассчитал и создал тайную технику вспомогательной культивации. «В свитке все написано», — сказал Чутянь. «Думаю, это достаточно большой вклад». «Конечно, конечно. Конечно, это важно». Наньгун и был в восторге. В свитке было всего несколько тысяч символов. Но каждый символ таил в себе жемчужину, каждая фраза была дороже золота. Лаконичные и четкие истины. Глаза Наньгун и вспыхнули дикой радостью, он отложил свиток и громко рассмеялся. «Хорошо, хорошо, хорошо. Воистину беспрецедентная техника. Это гарантирует, что ты станешь официальным гостем». Не нужно было ничего проверять, Наньгун и лишь взглянул на текст, но уже ощутил всю глубину. Эти несколько тысяч слов были бесценны. Наньгун верил, что он сможет практиковать божественное чувство, а его мечта достичь гиперфокуса перестанет быть мечтой. Наньгун и спрятал свиток, словно он был сокровищем. Я давно об этом мечтал, и, наконец, у меня появилась надежда. Через несколько дней старейшины семьи проведут собрание, и я решу, как мы будем сотрудничать. Мы зарезервируем позицию официального гостя, и как только ты достигнешь уровня пробужденной души, мы немедленно дадим ее тебе. Старейшины семьи Наньгун имели право назначить официального гостя. Сейчас Наньгун и был старшим диаконом. Даже самые слабые старейшины семьи Наньгун были на 4-м уровне пробужденной души, Наньгун и был на пике 3-го уровня пробужденной души, он не мог стать старейшиной. Он не мог назначать официальных гостей.
Ему оставалось лишь ждать, пока старейшины соберутся и помогут Чутяню решить эту проблему. Чутянь расслабился. Пока с ним будет слава семьи Наньгун, семья семья Чу и семья Ло не смогут пойти против него. Эти три семьи правили центральным государством, постоянно прибегая к насилию. Чутянь яростно растоптал их. Неважно, потеряли они лица или нет, они уже не могли отступить. Зверь уже проснулся. Когда Ин ранили, Чутянь решил, что ему нужно найти покровителя. По крайней мере, он сможет защитить Мэн Ин и Мэн Циньву, это будет немного лучше. Сначала ему нужно было стать официальным гостем. «Мэр, вы снова проиграли». Чутянь поставил на доску фигуру. «Я достаточно сыграл, мне пора возвращаться». «До свидания, господин мэр». Мэр изумленно смотрел на доску. Их мастерство разительно отличалось. Чутянь прибыл во дворец мэра, и лишь ради статуса официального гостя семьи Наньгун. «Подожди», — позвал Наньгун И. Чутянь повернул голову и спросил, «Какие-то проблемы?» Наньгун И смутился. «Я помог тебе кое с чем, не мог бы ты тоже немного мне помочь?» Чутянь по его лицу видел, с чем это связано. Дело в юной мисс Наньгун. «Верно», — встревоженно сказал Наньгун И. Юн приглашают в Центральную государственную академию, но она не хочет уезжать в Центральное государство. Эта девчонка не слушает, что я говорю. Боюсь, в городе Южного неба убедить ее сможет только ты. Чутянь задумчиво потер подбородок. Наньгун И продолжил. Буду честен, у семьи Наньгун тесные отношения с Центральной государственной академией. Там она получит много ресурсов, это важно для ее культивации. Так что мы должны заставить ее отправиться туда. Лицо Наньгун И было подавленным. Быть отцом оказалось нелегко. С такой дочерью не мудрено умереть до 50 лет. Понимаю, доверьте это мне. У Чутяня были свои планы, так что он легко мог это сделать. Наньгун И напомнил, эта девчонка очень непослушная, поэтому не принуждай ее, она начнет тебе противоречить. Тогда будет еще труднее. Насколько труднее? Чутян зевнул. Через день-два Наньгун Юн не только отправится в Центральную государственную академию, но и сделает это с радостью. Она не вернется, даже если мы будем тянуть ее назад. Наньгун И потерял дар речи. Разве он не понимает, что преувеличивает? Если сравнить тебя и Наньгун Юн, то она превосходит все твои пределы. Глава 90. Авангард центрального государства. Чутянь вернулся и угостил всех обедом. Мэн Циньву занималась делами торгового чуда, а Мэн Ин приходила в себя, ожидая, пока ее тело выздоровеет, поэтому обе сестры не пришли. Но пришли Чжан Ли Цинь, Сюн Тян Ян и Наньгун Юн. Проходившая мимо Наньгун Юн заметила его и сразу же схватила Чутяня за плечи. «Босс, тебе действительно было суждено пойти против небес. Простое путешествие принесло тебе славу и удачу. Мои поздравления, ты восстановил репутацию торгового чуда». «Пустяки. Пока тебя не было, мы должны были охранять торговое чудо. У нас не было ни одного хорошего дня. Конечно, я не забуду о твоем вкладе». На этот раз подожгли их двор, но это не нанесло торговому чуду существенного ущерба. Торговое чудо охраняли все, поэтому он не мог поскупиться, он должен был отдать каждому свою долю. Чутянь галантно достал небесный женьшень. Черно-красный нефритовый женьшень. Очищает организм и помогает продлить жизнь. Ты уже стар, в твоем теле остаточные яды, и если ты примешь это, ты проживешь еще 10 лет, борода Чжан Ли Цина дрогнула. Это слишком дорого, Чжан Ли Цин раньше слышал о нем. На центральном государственном аукционе его покупали по меньшей мере за несколько сотен тысяч золотых монет. Более того, женьшень попадался редко, и даже те, у кого были деньги, не могли его купить. Чутянь отдал Сюн Тян Яну красно-золотой лотос, тысячелетний лотос славы. Ты только что прорвался на уровень пробужденной души, и он поможет стабилизировать твою силу и увеличить фундамент. Кроме того, он должен улучшить твою способность управлять огнем, и это пойдет на пользу твоим алхимическим навыкам. Сюн Тян Ян тоже был крайне шокирован. Тысячелетний эликсир. Откуда он у Чутяня? Он никогда не видел такой щедрости. Он так легко отдал вещи, ради которых бойцы пробужденной души рисковали своей жизнью. Какое рыцарство. Какая щедрость. У Наньгун Юн не было никакого умысла. Она не думала, что Чутянь приготовил для них такое вознаграждение. Она с тревогой сказала: «А я? Что хорошего ты приготовил для меня?» «Наньгун, ты ни в чем не нуждаешься. Что еще тебе нужно?» Наньгун Юн была самой талантливой из них. Другие делали все, что угодно, чтобы прорваться, а Наньгун Юн намеренно подавляла свои силы. «Твои слова имеют смысл», — Наньгун Юн почесала подбородок.
Вдруг она оглянулась и увидела на плече Чутеня Лисенко. «Эй, этот зверек очень милый. Как насчет того, чтоб ты разрешил 2 дня поиграть с ним?» Лисенок мгновенно вскочил на задние лапы, а шерсть встала дыбом. Он напоминал разъяренного льва. Его сверкающие глаза были полны недовольства. Он показал Нангун Юн когти, демонстрируя решительный протест. Этот зверек понимает человеческий язык. К тому же, у него горячий темперамент. Сияли глаза Нангун Юн. «Мне очень, очень нравится. Позволь поиграть с ним 2 дня». Чжан Ли Цин и Сюн Тянь Ян испуганно застыли. Чжан Ли Цин изумленно сказал: «Откуда взялось такое умное животное?» Чжан Ли Цин не знал. Это был не просто духовный зверь, который понимал человеческую природу. Скорее всего, это был недавно рожденный дух. Новорожденный дух, обладающий таким интеллектом. Невообразимое существо. Кроме того, он скрывался в животе королевы трупов больше 10 тысяч лет. Даже Чутянь, у которого был серьезный багаж знаний, до сих пор не мог догадаться, что это за существо. Я мог бы отдать тебе этого Лисенка, но его стоимость довольно высока. Боюсь, если ты захочешь его получить, твоя семья потеряет все. Чутянь смиренно посмотрел на Лисенка. Он требовал огромных расходов. Лисенку совсем не было стыдно. Он даже горделиво фыркнул. «Мне все равно», — упорствовала Нангун Юн. «Подарок есть у всех. Я тоже хочу подарок». Чутянь не мог справиться с этой ведьмой, но ему повезло, что он подготовился. Он достал из кармана маленькую книгу. «Мне случайно досталась эта культивационная техника. Возможно, она тебе пригодится. Техника. Она не превзойдет искусство пламенных небес семьи Нангун». «Причем здесь искусство пылающих небес?» — сказал Чутянь. «Это свиток Великой Нирваны. Думаешь, я бы предлагал его тебе, если бы он не соответствовал твоему духовному источнику?» Эта культивационная техника сформировалась в будущем, которое наступит через 30 тысяч лет, но, зародившись в древности, с течением времени она становилась все лучше и, наконец, превратилась в мощную технику. Чутянь взял с собой не очень много техник. Свиток Великой Нирваны была одной из самых сильных техник, она была ничуть не хуже бессмертного звездного тела. Естественно, практиковать ее было очень трудно. Сейчас Нангун Юн не могла ее практиковать, но даже простое изучение могло принести ей много пользы. Сожги книгу, как только все запомнишь. Об этой технике не может знать никто, кроме тебя. Хорошо. Я выполню твой приказ. Большое спасибо, сэр-председатель. Нангун Юн взволнованно сжала Чутеня в своих медвежьих объятиях. Это путешествие. Всем было интересно. Что он пережил в долине трупов, Чутянь описал всем общую картину. 18 древних трупов инь. Чжан Ли Цинь потрясенно посмотрел на людей в черных мантиях, которые стояли у двери, словно изваяние. Я никогда не слышал, что трупы инь можно превратить в оружие. Я действительно не слышал о такой технике. Чутянь презрительно фыркнул. Что в этом трудного? Легкий трюк всего лишь лишить их звериной природы, оставив сильную физическую оболочку. Так называемый труп-солдат Сюн Тянь Ян сожалел. Если бы мы могли сделать это раньше, семье Семьечу пришлось бы нас бояться. Чтобы превратить трупы в солдат, над ними пришлось поработать. Трупы, с которыми встретился Чутянь, были созданы парящими гробами. Они не были доработаны, поэтому контролировать их оказалось довольно трудно. Кроме того, эти чудовища были слишком сильными, а Чутянь был слишком слабым. Их было сложно контролировать даже с помощью колокольчика, управляющего душой. Лицо Нангун Юн наполнилось недовольством. «Ты бросил меня ради такого интересного приключения. В древней гробнице я могла бы сражаться сразу с 10 людьми». Чутянь так и думал. Силы этой ведьмы не были преувеличены, духовный источник божественного уровня внушал ужас. Не говоря уже о том, что Нангун Юн практиковала бессмертное звездное тело, так что она была сильна и в защите, и в нападении. Юн Яо и старик в бронзовой маске были могущественными бойцами, но даже им вряд ли удалось бы одолеть Нангун Юн в древней гробнице. Но они не могли винить Чутеня. Приключение в древней гробнице было случайным. Все получили подарки, теперь настало время говорить о делах. Все вернулись на свои места, и Чутянь сказал: «Пожалуйста, расскажите мне о текущей ситуации в компании». «Расслабься, я лично все контролирую». Это не затронуло ресторан, бизнес идет как и всегда, а доход стабилен. Мы зарабатываем около 20-30 тысяч золотых монет в день, минимальная прибыль за каждый месяц составляет около 600 тысяч, невероятный прорыв. В городе Южного Неба 200 тысяч культиваторов, и одного ресторана недостаточно, с гордостью сказала Нангун Юн. Мы должны увеличить количество филиалов и захватить весь рынок города Южного Неба.
Тогда нам не составит труда получать в месяц около нескольких миллионов золотых монет. Неплохо, действительно неплохо. Это же денежное дерево. Чутянь спросил, какова ситуация с компанией Южного облака. Сюн Тян Ян широко улыбнулся. Не беспокойся, за ней наблюдает мисс Мэн. Также я пригласил в компанию несколько надежных алхимиков. Мы ежедневно обновляли материалы и, наконец, готовы открыться, Сюн Тян Ян достал таблетку. Взгляни на нее. Это таблетка переработки ЦИ? Верно, таблетка, созданная мастерами. Сейчас у нас более 100 таблеток. Я гарантирую, что это принесет нам серьезную прибыль, Жан Ли Цин сказал. С магазином талисманов ситуация примерно такая же. Мы получили несколько новых видов талисманов. Когда мы откроем магазин, они принесут нам прибыль, семья Э понесла большие потери. Сейчас на рынке талисманов и лекарств в городе Южного неба не было никого. Как только компания Южного облака сделает свой ход, они достигнут значительного прогресса, хотя месть семьи Чу и семьи Э была серьезной угрозой. Однако Чу Тянь поспешно вернулся, и торговое чудо почти не пострадало. Мэ Цинь в втайне хранила большое количество кристаллической нефти и готовилась запустить массовое производство батарей. Выпуск ламп уже был налажен, так что они смогут заняться бизнесом, как только торговое чудо будет готово. Чу Тянь был очень доволен прогрессом компании. Это приключение принесло им много денег, но им придется вмиг их потратить. Чу Тяню пришлось посадить денежное дерево, чтобы больше ни о чем не беспокоиться. Чу Тянь удовлетворенно кивнул. Поскольку мы справились с ситуацией в городе Южного неба, теперь мы должны подумать, как проникнуть в центральный город. Центральный город — это было невероятное место. Город Южного неба был обычным городом, а в центральном городе было больше миллиона культиваторов. Там была самая высокая концентрация духовной энергии. Центральному государству были доступны самые лучшие сокровища страны Южного лета. Чу Тянь сказал, центральный город густо населен, там больше миллиона культиваторов. Там в 6-7 раз больше людей, чем в городе Южного неба, и в 10 раз больше ресурсов. Если мы хотим поглотить этот рынок, торговое чудо должно стать первоклассной компанией. Наньгун Юн засмеялась. Ты слишком много говоришь. Я уже давно хотела это предложить. Я говорила сестре Циньву, но она сказала, что время еще не пришло. Джан Ли Цин нахмурил брови. Я тоже думаю, что пока слишком рано. Нет, нам нужны запасы на черный день. Хотя основной упор мы сделаем на город Южного неба, мы все равно можем сформировать сильный авангард. Чу Тянь потер подбородок и с неловкостью на лице сказал, нам нужны люди, которые станут опорой, у которых будет достаточно сил, сообразительности и навыков. Они создадут для нас фундамент, так что мы должны выбрать, не нужно выбирать. Наньгун Юн даже не стала задумываться. Это буду я. Жан Ли Цин был немного обеспокоен. В центральном государстве много врагов. Разве не будет опасно, если Юн возьмет все на себя? Какая еще опасность? Презрительно произнесла Наньгун Юн. Разве бойцы пробужденной души могут справиться со мной так легко? Мой отец ежедневно советует мне отправиться в центральное государство. Если я поеду, я возьму с собой армию моей семьи. Имея целую армию, один человек может стать авангардом. Аргументы Наньгун Юн были весомыми. Это была прекрасная возможность выполнить важную работу. Она боялась, что Чу Тянь не согласится, поэтому сказала, у семьи Наньгун нет авторитета в военных и политических кругах центрального государства, но нас поддерживает Центральная государственная академия. Если я поеду в центральное государство, я получу статус студентки и смогу пользоваться ресурсами Центральной государственной академии. Безусловно, я самый подходящий человек. Наньгун Юн сама по себе была очень сильна. Раз ты добровольно готова помочь, как я могу не поддержать тебя? Чу Тянь встал и поднял бокал. Сначала я подниму этот бокал ради тебя и пожелаю тебе счастливого пути. Наньгун Юн выпрямилась, осушила бокал и вытерла губы. Она сказала, предоставь это мне. Человеку, который едет в центральное государство, понадобятся деньги, задумался Чу Тянь, я поговорю с Мэн Циньву. У торгового чуда есть около миллиона золотых монет, ты можешь взять их на случай внезапных расходов. В последнее время у компании не было лишних денег, потому что они приобретали лунную траву, таблетки, талисманы и тратились на инвестиции нового ресторана. Что? Миллион золотых монет. Наньгун Юн была так тронута, что едва не упала. Это слишком. Миллиона золотых монет достаточно, чтобы добиться многого в городе Южного неба, но в центральном государстве этого не хватит даже для того, чтобы создать ряб на воде. Чу Тянь прав, кивнул Джан Ли Цин. Город Южного неба нельзя даже сравнивать с центральным государством. Чу Тянь продолжил. Компания предоставляет эти деньги, чтобы ты приобретала культивационные материалы и практиковала свою технику. Более того, компании не хватает рабочей силы.
Если у тебя будут деньги, ты сможешь тратить их на вербовку людей, которые заслуживают доверия. Приобретение людей и территорий, создание фонда. Когда мы появимся на рынке, мы сможем сделать много, не слишком ли это большая сумма, зависит от ситуации. Одному человеку миллиона золотых монет хватало, чтобы жить, не заботясь о пище или одежде. Это было крупной суммой даже для бойца пробужденной души, но для фракции власти, для крупной компании это была капля в море. Если речь шла о бессмертном звездном теле, но эту сумму уже нельзя было считать большой. Чутяню по-прежнему требовалось 100 тысяч золотых монет в месяц. Как только он покончит с заколкой стеклянного тела, как это сделала Наньгун Юн, его расходы увеличатся в 10 раз. Миллион золотых монет — эта сумма была ничтожной, Наньгун Юн была очень взволнована, у нее никогда не было таких денег. Она никогда никому не доверяла. Она понимала, что ее отправляют на миссию. Чутянь возложил на нее большую ответственность, приказав ей стать авангардом центрального государства, и она должна была со всем справиться. Наньгун Юн нетерпеливо сказала: «Мы согласны. Я иду сегодня же. Ребята, продолжайте есть, а я начну готовиться». Чутянь ничего не сказал. Наньгун Юн пробежала через ворота и помчалась домой. На лице Джан Лицина показалась привязанность. У этой девочки действительно есть характер, она должна его контролировать. Получив известие, Наньгун и ощутил, как сердце старика переполняет счастье. Отец не может отпустить ее с пустыми руками, так ведь? Он дал дочери 500 тысяч золотых монет на культивирование. Вечером Наньгун Юн села в белый экипаж, запряженный носорогами и окруженный стражниками семьи Наньгун. Попрощавшись с Чутянем и остальными, она отправилась в центральный город.